Как вы думаете, куда мы все вместе идем? Удлиняем ремиссии терапевтические, улучшаем комплаенс, достигаем более устойчивого приема лекарств. С одной стороны, молекулярная биология, а с другой стороны, фактически клиническая психиатрия. Какая между ними может быть связь? Кто-то изучает протеомику применительно к психическим расстройствам, метаболомику, геномику и липидомику тоже. Этот белок у вас присутствует, значит, вы болеете шизофренией. Поставить диагноз по анализу крови – это, я думаю, давняя мечта психиатров. К счастью, этого не будет никогда. Опыт общения с авторами показывает, что первая реакция – это, конечно, негодование. Это жертвенное поведение авторов. Мы, психиатры, работаем с очень тонкими материями. Это последняя специальность, где специалиста заменит искусственный интеллект. Уважаемые коллеги, от лица редакции журнала «Консорциум Психиатрикум» поздравляем вас с Днем российской науки. Желаем вам побольше научных открытий, творческого вдохновения, побольше цитат, не бояться замечаний рецензентов и публиковаться как можно чаще в хороших журналах. Георгий Петрович, здравствуйте. Здравствуйте, Ольга Антоновна. Сегодня наш разговор в связи с тем, что, во-первых, 8 февраля будет День российской науки, а во-вторых, 25 января случилось, на мой взгляд, очень примечательное событие. Ваша исследовательская группа в содружестве со Сколково и с научным центром психического здоровья опубликовала статью в очень престижном журнале JAMA Psychiatry. Вообще опубликовать статью в таком журнале, я думаю, это мечта каждого психиатра, ученого-психиатра со всего мира, потому что он входит в топ-3 самых цитируемых журналов во всем мире. Но вот как раз наш разговор сегодня планируется отчасти про это исследование, а отчасти и про развитие российской науки в целом. Тем более это актуально накануне празднования 300-летнего юбилея Российской академии наук. Так что много есть поводов поговорить о науке вообще, и о науке психиатрической, и о науке в нашем научно-клиническом исследовательском центре нейропсихиатрии. Поэтому, пожалуйста, давайте начнем. Давайте начнем со статьи. Когда я ее читала, то я вот как клинический психиатр, такой клинически ориентированный психиатр, немножко удивлялась, потому что статья посвящена липидным профилям у пациентов с шизофренией, биполярным расстройством и депрессией. И мне кажется, это какие-то две крайности. Вот с одной стороны молекулярная биология, а с другой стороны фактически клиническая психиатрия. Какая между ними может быть связь? Поскольку в организме все взаимосвязано, и наша психическая деятельность, безусловно, связана с теми процессами обменными, в том числе и липидными, которые происходят в организме. Поэтому связь есть. Другое дело, что она не всегда очевидна. И даже это исследование, которое действительно опубликовано в очень престижном журнале, оно не дает каких-то очень глубинных ответов на вопросы, как связана одна сторона с другой. Но что наша работа точно показывает, так это тот факт, что по липидным профилям разные пациенты между собой и здоровые с другой еще стороны между собой отличаются. А это уже является предметом более тщательного и теоретического исследования, построения гипотез, с чем это связано, и это повод для углубления молекулярно-биологических исследований для того, чтобы лучше понять, а чем же это связано. И очень часто так бывало, что какие-то клинические вещи, понимание этиологии, понимание патогенеза появлялось на основании анализа случайных находок. И если говорить о нашей специальности, то
во многом клинические возможности, клинико-психопатологический метод, он, с одной стороны, в своем развитии исчерпал свои возможности. Конечно, меняются проявления, их надо уточнять, изучать, но как методический аппарат он свои возможности исчерпал. И это с одной стороны. С другой стороны, в общем-то, даже, можно сказать, обвинение специалистов нашего профиля в значительном субъективизме при оценке состояния, оно как раз строится на том, что в нашей специальности, как никакой другой, к сожалению, нет никаких объективных методов исследования. И появление любых новых знаний, любых новых технологических возможностей всегда вызывало очень большой интерес у психиатров и надежду, что, может быть, этот новый метод исследования даст возможность все-таки получить объективное подтверждение наличия психического расстройства и уточнение, какое именно это расстройство. Появление целого ассортимента протеомных, омиксных технологий как раз и дает такую надежду. И все бросились, кто-то изучает протеомику применительно к психическим расстройствам, метаболомику, геномику и липидомику тоже. И здесь надо признать, что, в общем, неожиданно, большой надеждой, но все-таки неожиданно, да, обнаружились достоверные различия между разными группами пациентов, с одной стороны, и здоровыми, с другой стороны, по ряду профилей липидомных. Причем, что очень важно, исследованы большие когорты разных народов, больных шизофренией разных народов. Есть германская группа, есть китайская группа, есть российская группа. И по каким-то профилям эти пациенты отличаются, но есть такая ядерная часть липидома, по которому все пациенты показывают различия между нездоровыми и здоровыми. Поэтому, конечно, эта находка, она пока что еще очень далека от внедрения в клиническую практику, но это то, вокруг чего уже можно строить и планировать целую серию исследований для того, чтобы в конечном итоге прийти в рутинную клиническую практику, для того, чтобы, если не окончательно затверждать диагноз, то, по крайней мере, объективизировать его хотя бы вот с какой-то степенью вероятности. Конечно, поставить диагноз по анализу крови – это, я думаю, давняя мечта психиатров. И вот такое ощущение, что как будто она становится все ближе и ближе. К счастью, этого не будет никогда, потому что наша психическая жизнь, душевная наша жизнь, все равно гораздо шире, глубже. И, конечно, по какому-то липиду, церамиду, вот в частности группа церамидна показала хорошие различия. Конечно же, это даже себе трудно с этических позиций представить, что вот у вас такой-то церамид, поэтому у вас диагноз, предположим, шизофрения. Невозможно представить. Наверное, этого не будет никогда, и это очень хорошо. Почему еще вот можно так утверждать? Но на популяционном уровне мы видим очень серьезные различия генетические, наследственные. На популяционном уровне. То есть популяционная генетика показывает нам, что да, однозначно есть генетическая предрасположенность. Когда начинаем заниматься молекулярной генетикой, здесь уже мы чем больше исследуем, тем больше находим генов, которые ассоциированы с заболеванием, мутации в этих генах. И на сегодняшний день я могу ошибиться. Было там 128, потом 150, сейчас уже может быть их 170. То есть нет такого гена,
который был бы однозначно ответственным за этот диагноз. И сочетание этих мутаций, оно тоже очень разнообразно. И у кого-то они есть, но нет заболевания, а у кого-то есть заболевания, но появляются еще какие-то другие ассоциированные мутации. Поэтому не будет никогда такого, чтобы вот этот липид или этот белок у вас присутствует, значит, вы болеете шизофренией. Но объективизация диагноза, повышение вероятности правильного диагноза с помощью таких средств – это то, к чему мы стремимся. И я думаю, что мы к этому все равно придем. Президент Курчатовского института Ковальчук Михаил Валентинович говорит, что пока в какую-то отрасль знаний не приходят физики и физика, до тех пор это не наука. Он, конечно, является патриотом своей отрасли знаний, но не согласиться с ним тоже очень трудно. На сегодняшний день физикам доступна наноразмерность. Но мы, психиатры, работаем с очень тонкими материями. И, наверное, наноразмерность – это не та размерность, которая позволяет объективизировать те тонкие материи, с которыми мы работаем. Вот когда они, физики, научатся работать с размерностью пика, может быть, тогда что-то такое появится, что позволит вот точно оценивать и энергии, и какие-то процессы, и на уровне точного анализа делать какие-то клинические, диагностические, лечебные, прогностические выводы. Пока что работаем с тем, что есть. То есть нам не стоит, как психиатрам, переживать, что нас скоро заменят биохимики? Это последняя специальность, где специалиста заменит искусственный интеллект. А вот вообще сейчас вот все четче, я думаю, с развитием биологической как раз психиатрии прослеживается тенденция такой дихотомии психиатрии на социальную и биологическую. Вот как вы вообще относитесь к такому разведению? Ну, любые разделения, они всегда условны. Конечно, они условные. И даже если мы говорим о биологической психиатрии, то здесь тоже есть определенное смешение понятий. Вот если мы говорим о клинической психиатрии, то биологическая часть – это биологическая терапия, которая в свою очередь может быть, или включает в себя психофармакотерапию и другие. Мы их называем активные методы биологической терапии. Самым распространенным на сегодняшний день является, ну, например, электросудорожная терапия. Очень популярна и приобретает все большую популярность транскраниальная магнитная стимуляция. При депрессивных состояниях она особенно актуальна. Раньше очень активно использовались шоковые или коматозные методы терапии. Инсулинокоматозная, атропинокоматозная. Поэтому, да, наверное, психохирургию тоже можно отнести в большей степени к биологическому кластеру. Вот биологическая терапия в психиатрии, биологическая психиатрия. Под биологической психиатрией часто понимают вот эту экспериментальную, молекулярно-биологическую или, может быть, ну, даже, наверное, именно молекулярно-биологическую. Генетика, биохимия, все, что с этим, обмен медиаторов, все, что связано с нейровизуализацией, тоже ведь, наверное, относится скорее к биологической терапии, биологической психиатрии. Хотя, когда говорят о биологической психиатрии, то, наверное, вот эти методы исследования имеют в виду не в первую очередь. Поэтому это такое дидактическое отделение, которое предназначено для того, чтобы можно было как-то формировать научные коллективы, научные лаборатории, как-то разделяя несколько направлений исследований. Хотя психиатрия, она одна, и не случайно основной концепцией является биопсихосоциальная концепция психиатрии. А в последнее время говорят еще и о духовной биопсихосоциальной концепции психиатрии. Поэтому
Поэтому, наверное, все-таки это все очень условное деление. И даже если вернуться к такой рутинной клинической практике, к организации лечебного процесса, то мы сталкиваемся с тем, что одно без другого имеет очень ограниченные лечебные возможности. И фармакотерапия без социально-психологической терапии, причем на самых ранних этапах лечения, еще на этапе купирующем, уже должны этот ресурс использоваться. И тогда мы достигаем лучший результат и снижаем продолжительность нахождения в стационаре и удлиняем ремиссии терапевтические, улучшаем комплаенс, достигаем более устойчивого приема лекарств. Поэтому деление условное, и не нужно к нему относиться как-то как вот это одно, а это другое. Нет, это разные стороны одного явления. Ну хорошо, если мы перейдем вот от клинической практики обратно в науку, вот журнал, главным редактором, основателем которого вы являетесь, консорциум Psychiatricum, и вот это интервью, собственно, инициировано этим журналом. Мне кажется, как раз концепция журнала очень здорово укладывается в концепцию биопсихосоциально и даже духовного подхода к психическому здоровью. Журнал действительно задумывался как площадка, где бы объединялись знания, усилия, устремления, объединялись и в международном отношении, и в междисциплинарном отношении. Конечно, без биологического аспекта он не может сегодня быть привлекательным и для авторов, и для читателей. Журнал наш молодой. Стремление публиковать свои работы в молодом и малоизвестном журнале – это жертвенное поведение авторов. Мы очень благодарны тем авторам, которые с первого нашего выпуска публикуются в нашем журнале. Мы им вдвойне благодарны, потому что все-таки это были качественные работы, которые позволили нам, нашему журналу, очень быстро быть включенным в международные списки цитирования научного. В частности, база научной индексации Scopus в конце года включила наш журнал в свои ряды. И это является очень хорошей новостью для наших авторов, которые уже опубликованы в нашем журнале. Их статьи, по крайней мере, за последний год уж точно, а может быть и за предыдущие годы, будут индексироваться в Scopus. Ну и для будущих авторов это тоже повышает, я надеюсь, мотивацию быть опубликованными в этом журнале. Поэтому я думаю, что в этой связи та миссия, которую мы на себя принимали, организуя, создавая этот журнал, она будет, надеюсь, выполняться и дальше. И, может быть, нам будет ее легче выполнять, учитывая дополнительные факторы для мотивации авторов. Что нужно сделать в российской науке? Может быть, что-то поменять или улучшить то, что сейчас существует, чтобы вообще вот статьи в высокорейтинговых журналах, таких как JAMA, надеюсь, наш журнал тоже когда-нибудь дорастет до такого уровня, но что все-таки вот, чтобы российские авторы там были больше представлены? Всегда легко очень объяснять свои какие-то неуспехи внешними факторами. В психологии есть такое понятие, как локус-контроль. Он обращен к себе или вовне. Если к себе, то ты пытаешься понять, что ты сделал не так, почему у тебя не получилось, как это исправить, чтобы в дальнейшем не повторялись неудачи. Ну и есть другая философия. Это все кругом виноваты.
недоброжелательно относятся к российским авторам, отказываются публиковать их работы, порой не объясняя даже причин. И, вы знаете, для многих это очень удобное объяснение, почему вы никак не можете публиковать свою работу в журналах первого, второго квартала, и Web of Science, или в Scopus. Не хочется хвастаться, но даже последняя публикация в очень высокорейтинговом журнале, и JAMA, это журнал Американской медицинской ассоциации. Сейчас это не самая дружественная нам ассоциация, но тем не менее, когда статья подготовлена должным образом, представляет собой интересный научный материал, то она публикуется. Да, это же не единственный пример. В данном случае просто, поводом нашей беседы стала эта публикация последняя. Но мы довольно много публикуем в журналах первой категории цитируемости, относящихся к первому кварталу. Публикуются наши работы, и если они подготовлены на должном уровне, в соответствии с требованиями, которые предъявляют редакционная политика журнала, и если мы активно откликаемся на замечания, вопросы рецензентов, а надо признать, что рецензирование в этих журналах поставлено на очень высоком уровне, рецензент назначается сразу, свои вопросы они присылают буквально в очень короткие сроки, и надо просто с ними работать. И если это делать методично, четко, точно отвечать на поставленные вопросы, то, как правило, нет проблем с публикацией в самых высокорейтинговых журналах. Мы и в Lancet публиковались, в JAMA. Все это было, надо работать. Надо просто бояться работать. Замечаний рецензентов. Надо быть им благодарным, потому что, во-первых, когда сам рецензируешь, понимаешь, какой это вообще тяжелый труд. Пытаться понять, а что на самом деле хотел сказать автор. Задать эти вопросы уточняющие. Помочь автору сделать свою статью лучше. В этом отношении при очень большой благодарности к нашим авторам все-таки надо отметить, что порой у нас тоже возникают сложности в общении. Многие авторы, мы направили вам статью, что мы там будем еще что-то править, видишь ли, им что-то непонятно. Это присутствует, но это то, с чем надо работать. Это такой, знаете, взаимный рост. И рост рецензентов, и рост авторов, которые отвечают на вопросы, замечания, предложения рецензентов. Это длительный, трудоемкий процесс, но его нужно просто методично проходить. И если у нас у всех хватит терпения, то и журнал будет не просто в Scopus, а будет в квартале постепенно повышать. Наши авторы будут легко готовить публикации и публиковаться в любых журналах самых высокорейтинговых. Поэтому надо просто работать. В принципе, то, что мы как-то переняли такой стиль рецензирования для нашего журнала, может явиться такой тренировочной площадкой, как для авторов, которые хотят попробовать себя. Опыт общения с авторами показывает, что первая реакция – это, конечно, негодование. А потом, когда выходит работа, и когда они потом сами берут этот журнал в руки и читают, и у них остается самое лучшее впечатление от пройденного пути. То есть действительно, да, они потрудились, да, но получилось хорошо. Я не помню ни одного автора, который бы на выходе ушел с камнем на душе. Только с благодарностью. Хорошо. А вы еще в больнице основали научный центр. Эта больница основала такой научный центр. Мы к этому приложили. Алексеева. Да. Мы к этому, конечно же, мы это очень хотели. Мы к этому приложили много стараний и усилий. Действительно, такой центр организован. И на сегодняшний день наша больница – это, конечно, в первую очередь медицинская организация
осуществляющая лечебно-диагностическую деятельность, но это еще и научная и образовательная организация. И все эти три компонента в конечном итоге очень важны именно для вот той первого и основного предназначения, для лечебной работы. И учебный процесс, и научный процесс повышают, серьезно повышают общий клинический уровень сотрудников больницы, и это очень важно. Но здесь нет ничего нового. Так было и в России всегда. Ну, например, Преображенская больница. Психиатрическая больница – это была кузница научных кадров. Оттуда вышли самые первые имена. Но первый директор научного центра психического здоровья, который был организован в 1944 году. Вы так о дате подумайте. Не о дате, а год. Год 1944. Идет война еще, а страна организует Академию медицинских наук. И первый институт психиатрии СССР, директор Гелеровский, это выходец из Преображенской больницы. Так вот, это совершенно естественно, когда на клинической базе разворачиваются и учебные, и научные процессы. И у нас таких три основных направления. Это отдел шизофрении и первично-психотических расстройств. Я уже пользуюсь теми наименованиями, которые используются в МКБ-11. Это отдел нейродегенеративных заболеваний, отдел эпидемиологии и профилактики психических расстройств и фундаментальная лаборатория. Должен сказать, что если сравнивать между собой медицинскую деятельность, научно-образовательную, то научная она, наверное, самая сложная, самая медленно разворачивающаяся, обладающая наибольшей инерционностью. Но от этого такой вызов он еще более интересен. И мне кажется, что мы уже все-таки на марше. Как вы думаете, куда мы все вместе идем? Мы идем в сторону туда, где нейропсихиатрия, как единый такой блок морфологический, генетический, биохимический, клинический, мы идем туда, где есть возможность исследовать всесторонние нервно-психические расстройства. И еще наше несомненное достоинство – это практически неисчерпаемая ресурсная база в плане клинических наблюдений. Этим мы выгодно очень отличаемся от федеральных научных центров, потому что у нас все категории пациентов, мы не отбираем тех, которые легче лечить. Все, которые есть, все у нас. И самые тяжелые пациенты поступают к нам, и это дает нам возможность максимально полно понимать, во-первых, что же на самом деле происходит в клиническом отношении. И наши пациенты в этом отношении, кстати говоря, достаточно благодарны, они готовы и к научному сотрудничеству, готовы участвовать в клинических исследованиях, научно-клинических. Я не имею в виду испытания лекарственных средств, я имею в виду поиск новых фундаментальных научных знаний. И врачи, по моим наблюдениям, тоже очень активно стали подключаться. Да, врачи тоже. И у нас есть аспирантура, и мы всячески приветствуем вовлечение в исследовательский процесс наших практикующих врачей.
Спасибо большое, Георгий Петрович. Вам большое спасибо. Очень оптимистично и с надеждой на интеграцию, и очень хороший пример, на который стоит ориентироваться. Вот такая публикация в таком престижном журнале, и вот вообще вся концепция существования и нашего журнала «Консорциум Психиатрикум», и планов по развитию науки.